Прага. Величественная, магическая, золотая. Все эти прилагательные как нельзя кстати подходят к описанию столицы Чехии. Прага – один из самых красивых городов мира. Это одновременно средневековый центр с позолоченными куполами, многочисленными шпилями и оживленный современный город с молодой энергией. Сегодня я хочу вам показать, как выглядит этот прекрасный город и рассказать про него много интересного. Например, знали ли вы, что чешский император Карл IV лично участвовал в постройке Карлова моста? Или то, что по самому известному в мире мосту ездил когда-то трамвай? Смотрите до конца, будет интересно. Вассовская площадь – одна из самых знаменитых и больших городских площадей в мире, пережившая множество событий. Все демонстрации, митинги, самосожжения произошли именно в этом месте. Во время бархатной революции на площади собралось аж 200 тысяч человек. Огромный национальный музей, стоящий в начале, является одним из символов Праги. Сейчас на Вассовской площади можно найти множество популярных брендов: Adidas, Starbucks, McDonald's, отели, рестораны, казино. Перечислять можно и до завтрашнего утра, но здесь, в центре города, вы увидите, как современная архитектура гармонично сочетается с исторической, где здания буквально взаимодополняют друг друга. И в центре площади даже стоит исторический трамвай. Его тоже можно пощупать, представить, как раньше люди катались на нем. Правда, из него сделали ресторан, но я подходил, щупал, меня не ругали. Вот. И теперь самая популярная, самая известная и долгожданная достопримечательность Праги – Карлов мост. По легенде, мост заложил сам Карл IV, и именно в конкретный день по рекомендациям астрологов, когда числа сначала восходят, а затем убывают. В те времена очень большое значение придавали магическим цифрам, и считалось, что заложенный в такой момент мост сможет выстоять столетия. В 1905 году по достопримечательности даже привели трамвайную линию. Правда, через 3 года ее убрали, и слава богу. Потому что Карлов мост – это место, где можно отстраниться от городской атмосферы, постоянных звуков машин и так далее. Можно вслушиваться в то, как мощные опоры рассекают воду, и поймать действительно офигенную атмосферу. Особенно с утра, когда на нем не так много людей. До тех пор, пока на мосту не начали устанавливать скульптуру, башни на обоих концах были единственным его украшением, и это длилось почти 300 лет. В основном это точные копии с оригиналов, которые в 20 веке были перенесены в Национальный музей, но о нем мы с вами тоже поговорим. Пражский зоопарк. И нет, это не место, где животных держат в маленьком ограниченном пространстве против их воли. Создателям удалось сделать так, чтобы все животные чувствовали себя максимально естественно и комфортно, а их здесь почти 700 видов. 60 гектаров занимает площадь зоопарка. Длина почти 7 километров, поэтому лучше уделить на эту достопримечательность целый день. Здесь можно вблизи познакомиться с гигантскими ящерицами, разнообразными парнокопытными, зебрами, жирафами. Вы представляете? С жирафами! Я никогда их прежде не видел. Они такие огромные, красивые, милые. Кстати, вы знали, что количество позвонков на шее жирафа столько же, сколько и у человека? Ах да, извините, немного отвлекся. Возвращаемся к Праге. Пражский национальный музей имеет для чешского народа особое символическое значение. Созданный в 1818 году, замышлялся как сокровищница национальной культуры. В нем находится огромное количество экспонатов, от огромной комнаты с разнообразными редкими камнями до огромного скелета. В музей можно, кстати, сходить и бесплатно, в день открытых дверей. Вот, вы видите перед собой картинку, каждый год даты одинаковые, поэтому не пугайтесь цифре 2022, если вы из будущего. Пражский град входит в книгу рекордов Гиннесса как самый большой древний замок в мире. В нем можно посмотреть на почетную смену караула, которая проходит ежедневно, каждый час. Также, гуляя по Пражскому граду, вы сможете оценить мощные стены, ведь Прага была центром чешских земель, от которого зависела судьба народа.
Кроме того, в городе находились королевские драгоценности, которые также привлекали неприятелей. Правда, к 19 веку крепостная защитная система потеряла смысл из-за развития военных технологий, но Пражский град до сих пор остается невероятно красивым и является действующей резиденцией правительства Чехии, которую охраняет особая президентская гвардия, более 600 военных, лучшие из лучших стражей града. И я недавно делал видео про 3 самых легких работы в Праге и про цены на продукты в Чехии. Можете также посмотреть, кликнув на них в конце видео. Меня зовут Владислав Телешман, всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока!